Друзья, прямо сейчас я зашел на Инстаграм. Инстаграм, который был указан для прямой трансляции. Называется он Litkesap. Вот, 47 минут назад была опубликована первая запись. Судя по всему, господин Флавьен вместе с ребятами, с которыми должна произойти запись, собрались перед входом. Да, и погода у них там классная, чудесная, можно позавидовать. Надеюсь, что они в хорошем настроении сегодня будут работать над композицией Over Here. Они, кстати, все в масках. Ну что, ждем прямую трансляцию, друзья. Мы люди пунктуальные, опаздывать не привыкли, поэтому в 18:00 ровно подключились. Написано 0:00. Видите, 0:00. Это значит, что уже все, время истекло. Пора начинать трансляцию. Но трансляции не видать. Тишина пока в Инстаграм аккаунте Litkesap. Я узнал, оказывается, что это, Вань, очень большой серьезный проект господина Флавьена, над которым он трудился более 20 лет. Да, я тут даже погуглил, что это такое. Вот, я так понял, пока этот проект в самом зачатке, но у него обещают быть большие перспективы. Суть в чем? Что, оказывается, господин Флавьен с самого детства, как только он занялся музыкой, мечтал о том, чтобы одновременно учиться играть на музыкальном инструменте и читать ноты. То есть, чтобы сразу прошла синхронизация. И, соответственно, вот этот метод проходил тестирование на его учениках, на нем самом. И 20 лет разрабатывалась эта методика. Я так понимаю, под эту методику написано или будет написано приложение. Мобильное? Да. И, скорее всего, оно будет представлено широкой аудитории. Предположительно, будет на английском языке, французском, итальянском, испанском, китайском, японском, русском. Ваня, русском языке. Спасибо, господин Флавьен. То есть даже мы сможем каким-то образом прикоснуться к музыке. Это, знаешь, вот как есть же книжки для чайников. Инструкции, методики. Вот я думаю, что это как раз вот максимально простая возможность познакомиться с музыкой. Приложение, которое будет называться Litkes, позволит сразу же воспроизводить музыкальный хит, любой, вот, который тебе нравится, который мы слышим по радио, который вот в iTunes может играть, в Яндекс.Музыке. И что будет происходить? Одновременно на фортепиано можно учиться будет читать ноты. То есть оно будет, я так понимаю, ты играешь, и оно будет тебе показывать в приложении. Будешь играть, и оно сразу будет тебе показывать ноты. То есть ты будешь понимать, какую ноту ты нажимаешь. А также петь тексты песен. То есть еще и караоке, судя по всему, будет внедрено в эту программу. Потому что текст песен будет появляться на экране. Стой, любой, что ли, сможет, получается, овладеть музыкальным искусством? Да, то есть ты будешь в приложении набирать какие-то там клавиши, либо ноты, они тут же будут отображаться, ты будешь понимать, что это там, какие мы знаем, 7 нот. До. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И тут же будет еще и текст песни. Ветка каштана, та-та-та-та-та. И все. И мы научимся играть и петь. Вот, соответственно, весь мир у нас уже давно в 3D технологиях, поэтому версия будет сделана и для 3D. Так как сообщается, что в течение 3 лет Apple будет выпущена с дополнительной реальностью. То есть нас ждут вообще какие-то, Вань, невероятные. Очки, да? Да, невероятные вещи. А ты слышал, что уже и Илон Маск чип разработал и уже протестировал даже его? Чип-чип-чип-чип-чип, Дейл! Да. Вам спешат! Типа того. Надо побыстрее, потому что Илон Маск уже там прям серьезно придумал. Ты просто чип все сюда ставишь, и все, и уже умеешь. И умный. И уже умный сразу. А там можно 2 чипа поставить. О, слушай, я боюсь. Я, конечно, понимаю, что тебе больше нравится идея с очками. Да, очки мне ближе, Вань. Поэтому, в общем, проект интересный. Будем следить теперь за Инстаграм-аккаунтом. И как только появится приложение, скачаем его, будем тестировать вместе с вами, показывать его возможности. Поэтому подпишитесь на наш Инстаграм. Подожди, а очки? Ты думаешь, что это с обычными очками можно, наверное? На самом деле нет. Нужны еще... К тому времени, Ваня, у нас обязательно появятся спонсоры, которые нам обеспечат все необходимые очки, там, не очки. Хорошо, давай. Вот. Я согласен. О, Вань, я обновил сразу 1000 подписчиков, а было то ли 800, то ли 900. То есть народ собирается. Да? Прямой эфир написано. Ребят, Давай, смотрите. поехали. Все, поехали. Хватит болтать. Что, правда, что ли? Смотри. Мне громко надо делать или не надо? Надо тогда этот микрофон еще включить. Да пускай где-то. Значит, прямой эфир начался. Я вам буду так тоже показывать чуть-чуть. Ну там
А мы потом приклеим. Народу да? очень много, да, мы приклеим. 450 человек сейчас в онлайн-режиме наблюдают трансляцию вместе с нами, все в масках. Все Напиши бонжур. Смотри, вот Юлия Селиванова, все Альбина, Ну, все здесь. Передавай привет. Скажи, что мы с ними, мы в тусовке. Я по-русски напишу бонжур. Господин Флавьен не поймет. Потому что это абажур. Это же тоже французское слово. Пока Ваня пишет французские слова русскими буквами. А я еще всем большой салям написал. Они все. Смотри, как перевернуто, вот так можно смотреть. Вот мы об этом даже не догадывались. Пишем кто откуда, а ерундой не засоряем, пожалуйста. Кстати, хорошее предложение. Это из-за того, что я бонжур написал? Да. Извините, напиши. Санкт-Петербурга. Сейчас вы можете слышать такую легкую скрипочку. Разминочка. Это разминочка, идет настройка струнных инструментов. Мы, оказывается, узнали, что сегодня будет записываться струнная партия. Мань, какие ты струнные инструменты знаешь? Гитара, домбра, Да. Кобыз, балалайка. балалайка, скрипка, виолончель, контрабас. Большая балалайка. Вот я вижу очень много скрипачей. Ну да, наверное, все-таки там будет скрипка, будет альт. Пишут, Димаш, конечно, смотрит. Значит, все, я смотрю, в чате ждут Димаша. Придет ли, собственно, главный исполнитель этой песни? А это главная интрига. Да? Проконтролировать, да, процесс. Приятно, знаешь, что никто не базарь, не шумит, все как-то культурно проходит. А ты когда последний раз в театре был? Очень давно. Там К моему стыду. всегда такая атмосфера. Везде, кроме буфета. Я заметил, что есть люди не только, Вань, в масках, но и в наушниках. Как ты думаешь, они хотят слышать своих друзей? А если будет, вот, знаешь, этот разброд, один так влез, другой по дрова, сыграли как хотят и разошлись. Такого не будет. Я только что сейчас видел световое кольцо блогера. Может, это вот такая штучка. Получается, господин Флавьен не только композитор, пианист, но еще и начинающий блогер. Все, друзья, пошел. Вот интересно, это репетиция или уже запись? Как красиво, Ваня. Это просто... Причем это даже только, я так понял, один фрагмент. Только размялись это? Только размялись, но уже насколько завораживающе было. Это уже песню они начали. Смотри, дирижер, да? Они слушают, вижу дирижера. они слушают, получается, песню. Который сидит. В наушниках? Да. Они в наушниках? Да, все в наушниках. Да, вот там Димаш у них поет. Да? Да, сейчас они следующие уже. Может, у них Шафутинский там еще с 3 сентября. Боже. Это Вот так эта красиво. песня. Это так красиво. Саш, у тебя лицо будет не видно из очков. Точнее, из-за телефона. И так никто не увидит твою первую слезу. Слезинку. Как красиво они играют. Неужели мне с первого раза запишут? Я тоже удивился. Они же просто сели и начали играть. Знаешь, я такой сейчас задумался, сколько, кажется, людей может быть задействовано в одной песне. Вот мы слышим песню, видим Димаша. А ты посмотри, сколько людей вообще принимают участие в создании искусства.
Такая светлая грусть. Что не хлопает? Мы можем похлопать. А почему не хлопает? Слушай, неужели все они записали? Вот так вот с первого дубля, а? Вань, представляешь, какую гордость сейчас испытывает композитор этой мелодии? То есть он же написал, сочинил, вот, собственно, и он. Это была проба пера. Да, Только, Саш, может, это вообще была другая песня. я понимаю, что тебе так удобно, конечно, но мне просто вот я вообще ничего не видел. Мне даже показалось, что там Димаш дирижирует. В общем, сейчас, судя по всему, идут какие-то обсуждения, что получилось, что нужно подтянуть, что нужно доработать. Мне кажется, по-любому еще один дубль должен быть, как минимум, страховочный. Да, Вань? Ну, я думаю, что есть мастера, которые, в отличие от нас, пишут одним дублем, который мне нужно страховочный, запасной, на случай, если фокуса не будет, вдруг звук не записался. Я думаю, что там все четко. Я думаю, что там профессионалы же, ты посмотри, видно сразу. Давай я пока они там обсуждают, еще что-то интересное вам расскажу. Значит, смотри, что я узнал про господина Флавьена. Это уже тоже небезызвестный, на самом деле, и композитор, и пианист, автор песен для Димаша теперь уже, до этого он писал и Ларри Фабиан, и даже Селин Дион. С самого детства, когда он только увлекся музыкой, он мечтал поработать с Уолтером Афанасьевым, потому что он воспитывался, насколько я понял, в том числе и на песнях Марайи Кэрри. А как мы знаем, Уолтер Афанасьев работал с этой легендарной певицей. Он мечтал поработать, и вот как раз вот эта композиция «Over Here» стала вот этой точкой соприкосновения. Как я узнал, музыка была написана Флавьеном, но доработанная Уолтером Афанасьевым. То есть это полноценное такое сотрудничество. Мастер внес свои финальные поправки. Да, господин Флавьен знаком с такими крутыми ребятами, как Куинси Джонс и Шарлем Азнавуром. Куинси Джонс – это, оказывается, самый крутой продюсер в мире. Почему? Потому что именно он является продюсером самого продаваемого альбома в истории «Триллер» Майкла Джексона. А Шарль Азнавур, это он и вокалист, и эстрадный певец, и актер. Там у него колоссальный вообще послужной список. Там, по-моему, более 1000 песен, более 60 ролей в кино. И я знаю, что помимо того, что это французский шансонье армянского происхождения, и он был признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века по версии журнала Times и телеканала CNN. Вот с такими людьми, мэтрами, общался, варился, брал опыт господин Флавьен. Круто. А также он уже на протяжении почти 10 лет является членом жюри шоу «Голос», который идет во Франции. Представляешь, ты знаешь, что первая песня, разумеется, с которой познакомился господин Флавьен из репертуара Димаша, была песня «СОС». В принципе, это у многих так бывает. Ну вот, значит, услышав эту песню, он настолько был в возбужденном состоянии, что не удержался и написал комментарий под этой композиции. Нужные люди увидели этот комментарий и организовали совместную встречу Димаша и господина Флавьена во Франции, в Париже, если ты помнишь, был такой благотворительный вечер Патрика Себастьяна, где Димаш выступал, да, эта запись есть в интернете. Так вот, оказывается, после этого Флавьен предложил Димашу выступить на благотворительном вечере Евы Лонгории. Об этом мы тоже делали передачу. То есть, представляешь, насколько уже давно вообще идут вот эти взаимоотношения тесные. Вот, а мы об этом вот только узнали только сейчас. Получается, французы, да? Ценители всего прекрасного очень быстро заметили Димаша. И вот так вот, собственно, и завязались тесные взаимоотношения. Так что я думаю, что следующее вот сочетание с струнным ансамблем. Оркестром. Ансамбль можно назвать? Ансамбль песни пляски. Парижский ансамбль народных этих струнных инструментов. Ну да, конечно, оркестр. Ансамбль — это, получается, творчество любителей, да? Музыкальный ансамбль. Совместное исполнение музыкального произведения несколькими участниками для небольшого состава исполнителей. Ансамбль — это Здесь тоже камерная много. история. Здесь много, это оркестр. Да. Ну, здесь человек 30. Ансамбль — человек 10. Футбольный матч — это игра двух ансамблей. А вместе они уже оркестр. Теперь я понял. Слушай, какое уникальное время мы живем, да? Вот на дворе 21 век, современные технологии, во всем мире непонятная ситуация с пандемией. И несмотря на это, искусство продолжает жить, люди продолжают творить, собираться и, несмотря ни на что, писать историю.
Почему-то, знаешь, мне напоминает диснеевскую какую-то историю, очень красивую. Да. А мне напоминает саундтрек из какого-нибудь голливудского фильма про любовь. Мгм. Например, вот был такой фильм «Телохранитель». Ну что, друзья, только что мы посмотрели прямой эфир в инстаграме господина Флавьена, получили массу удовольствия, как будто бы, Вань, и побывали на концерте классической музыки. Как будто побывали в Париже. Поэтому спасибо большое за доставленное удовольствие и, конечно, ждем финальную версию. Очень интересно, как получится в итоге. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какое чувство испытали вы. Нам будет очень интересно почитать. И до встречи. Пока. Всем пока! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.